Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о известном певце Филиппе Киркорове и о народном артисте России Никите Сергеевиче Михалкове. Несколько дней назад в жизни Филиппа Бедросовича произошло печальное событие. Эстрадный певец оказался за решеткой за дорожно-транспортное происшествие, которое он устроил в Санкт-Петербурге. Автомобиль артиста, где находился личный водитель и Филипп Киркоров, совершили столкновение с троллейбусом 4-го маршрута и подвергли жизни пассажиров смертельной опасности. Водитель троллейбуса оказался отважным мужчиной и, выйдя из транспорта, накостылял Филиппу Киркорову и его личному водителю, дав им несколько затрещин и пинков. Филипп Бедросович попросил публичное прощение и заплатил колоссальный денежный штраф троллейбусному парку Санкт-Петербурга, пассажирам аварийного транспорта, а водителю троллейбуса была вручена крупная денежная премия. Однако на этом неприятности Филиппа Киркорова не закончились. За время пребывания в полиции за грубые правонарушения и длительную неуплату налогов у Филиппа Киркорова была арестована крупная недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и городе Калининграде, коммерческий бизнес и несколько банковских счетов, на которых находились рублевые вклады и иностранная валюта, всего более 4 миллионов долларов. Все эти средства были направлены на помощь бойцам, которые находятся на спецоперации, а также в поддержку семьям мобилизованных. Также половина этой колоссальной суммы пойдет на новогодние выплаты малоимущим и многодетным семьям. А в квартирах Филиппа Киркорова на постоянной основе разместили семьи мобилизованных, погибших героев России. Филипп Киркоров попытался защитить свое имущество и направился на прием к начальнику антикоррупционного комитета при Министерстве культуры Никите Сергеевичу Михалкову. Антикоррупционный комитет был создан несколько месяцев назад при согласовании с Министерством культуры и Генеральной прокуратурой, и туда входят известные российские патриотически настроенные артисты, такие как Александр Ширвинд, Никита Михалков, Александр Домогаров, Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Юрий Антонов и многие другие. Однако общение Филиппа Киркорова с Никитой Михалковым не принесло эстрадному певцу ничего хорошего. Никита Сергеевич, не выбирая выражений, поставил Киркорова на место и сразу жестко обозначил свою позицию по этому вопросу. «Ты, Филипп, ничтожество, у тебя денег куры не клюют, а ты жалеешь свои миллионы для победы России и поддержки малоимущих семей. За свои поступки ты ответишь перед всем народом, мы к этому приложим все усилия». Стало известно, что Филиппу Киркорову пришлось распрощаться со своей недвижимостью, однако криминальный скандал около эстрадного певца до сих пор не закончен. По делу Константина Эрнста и Филиппа Киркорова открыто уголовное дело, и Филипп Бедросович на данный момент не имеет права выезда за рубеж и находится под подпиской о невыезде.